Ты когда-нибудь замечал эту тупую сцену? Будильник уже отыграл свое, ты вроде встал, дошел до кухни, поставил чайник или включил кофемашину, даже умыться успел, а внутри ощущение такое, будто тебя забыли нормально загрузить. Тело поднялось, глаза в принципе открыты, руки что-то делают, а тебя самого как будто еще не до конца вернули. Голова мутная, лицо недовольное, внутри каша, и первая мысль очень простая. Да что за хрень, я же спал. Не 3 часа, не после какой-то ночной жести. Нормально спал, 8 часов, иногда даже больше. Почему тогда утро выглядит так, будто ночь прошла мимо меня? Потому что сон — это не цифра. Вот это надо сразу прибить к столу, чтобы дальше не было путаницы. Сон — это не бухгалтерия, не абонемент, не сделка по типу «я внес 8 часов, где моя бодрость?». Люди очень любят смотреть на сон как на тупую арифметику. Если я пролежал в кровати нужное количество времени, значит организм обязан утром выдать мне ясную голову, энергию и желание жить. Красиво, логично, почти по-детски. Только тело на эту схему смотрит без особого уважения, потому что 8 часов в кровати не равны 8 часам сна, а 8 часов сна не равны 8 часам восстановления. Это вообще 3 разные вещи. Можно спать долго и спать хреново. Можно лежать в тишине и не отдыхать. Можно проснуться не от того, что ты не доспал, а от того, что сон был кривой, рваный, неглубокий или пришелся не в тот биологический ритм. И дальше начинается самое мерзкое. Человек очень долго этого не понимает. Он смотрит на часы, видит приличную цифру и начинает ругать себя. Думает, что он стал ленивее, слабее, мягче, хуже собран, хуже держит нагрузку. Хотя проблема может быть вообще не в характере, а в том, что ночь не делает свою работу. Есть такая история. Sleep inertia. По-человечески это когда ты уже вроде проснулся, но мозг еще живет по ночному тарифу. Тело встало, а система управления еще где-то снизу поднимается с матом и опозданием. Отсюда эта вязкость, тупняк, медленная реакция, ощущение, что тебя подняли слишком рано именно для твоей биологии, даже если по времени все выглядит нормально. И тут важно понять одну вещь. Иногда это бывает просто разово, потому что тебя будильник выдернул в неудачный момент. Но если почти каждое утро начинается как запуск старого ноутбука на последнем издыхании, это уже не случайность. Это значит, что у тебя сон и ритм в целом живут как попало. Самое смешное, что плохое утро очень часто начинается не утром, и не ночью даже. Оно начинается днем раньше, когда ты живешь так, будто потом организм сам все как-нибудь компенсирует. Люди реально ждут от тела какого-то бесплатного героизма. Мол, я сейчас весь день буду насиловать режим, свет, голову, желудок и нервную систему, а ночью ты там сам восстанови, собери меня обратно, и утром чтоб был свежий. Нет, тело так не работает. Оно не стирает последствия твоей тупости. Оно потом просто присылает счет. Начнем с банального, что все знают, но почти никто не уважает. Свет. Если ты с утра не видишь нормальный дневной свет, если просыпаешься в полумраке, потом полдня сидишь в помещении, а вечером наоборот светишь себе экраном прямо в лицо до последнего, твои внутренние часы начинают работать как диспетчер после 3 смен без сна. Утром ты не даешь телу нормального сигнала «день начался». Вечером не даешь сигнала «все, сворачиваемся». И потом удивляешься, почему ночью все идет не так, а утром ты как размазанный. Стоп! 10 секунд твоего внимания. Приглашаю тебя в телеграм-канал нашего пространства для мужчин, которые хотят собрать себя заново. Тело, психика, дисциплина, одиночество, отношения, деньги, социальная позиция. Без мотивационного шума, без альфа-клоунады, без жалоб на мир. Приятного просмотра. Здесь не надо делать из телефона дьявола. Проблема не в одном экране. Проблема в том, что твоя система не понимает, когда ей бодрствовать, а когда нормально уходить в сон. Причем это очень подлая тема, потому что человек привыкает к плохому состоянию и уже не замечает, как сильно его ломает элементарное отсутствие ритма. Он думает: ну я же сплю. Спишь. Только организм живет без ориентиров. Для него день и ночь начинают быть какими-то плавающими понятиями. Особенно если ты живешь по схеме: в будни один режим, в выходные другой, а иногда еще и ночью сижу. А потом откуда-то взялась разбитость. Да не откуда-то, ты сам себе ее выстроил. Теперь кофеин. Это вообще любимая мужская религия. Да на самом деле не только мужская. Да на меня уже кофе не действует. Ну да, конечно. Просто ты перестал замечать, как именно он по тебе бьет. Люди снова путают 2 разные вещи. Я уснул и я восстановился. Ты можешь реально отключиться даже после позднего кофе. Это не чудо. Вопрос не в этом. Вопрос в том, каким потом будет сон. Насколько глубоким, насколько цельным, насколько быстро нервная система ушла туда, куда ей надо. Потому что если ты заливал в себя стимулятор тогда, когда система уже должна была сворачиваться, не надо потом строить удивление. И потом получается очень мерзкий круг. Утром ты разбитый, поэтому льешь кофе, днем на нем доезжаешь, вечером все еще недостаточно выключен, ночью спишь криво, утром снова заливаешь кофе. Маленькая тихая зависимость, которую люди очень любят называть функциональностью. С алкоголем история еще тупее, потому что он ощущается как помощь. Выпил, расслабился, уснул быстрее. Все, победа? Нет. Это как спрятать пожарную сигнализацию
под подушку и сказать, что стало тише. Да, алкоголь может ускорить засыпание, но это не значит, что ты получил хороший сон. Он может ломать качество сна, особенно дальше по ночи, и утром ты потом встаешь не собранным, а как будто тебя ночью кто-то переваривал изнутри. Поэтому вся эта тема «я пью, чтобы лучше спать» — это не решение. Это обмен вечера на утро по очень глупому курсу. Дальше еда. Тут тоже без фанатизма, но честно. Не нужно превращаться в деда из секты после 6 не есть. Но если ты регулярно закидываешь в себя тяжелую еду поздно вечером, а потом почти сразу ложишься, то для части людей это прямой путь к мутному сну и вялому утру. Потому что организм ночью вместо восстановления занимается внутренней столовой. Он переваривает, разруливает, охлаждает, догоняет, а не делает то, ради чего ты вообще пошел спать. И потом ты встаешь с этим странным ощущением тяжести, когда вроде не болен, не пьян, не убит, а какой-то весь грязный изнутри. Утрирую, но ты понимаешь, о чем я. Тренировки — тема похожая. Сам спорт сон обычно улучшает, и это важная вещь. Нормальная физическая нагрузка днем — это вообще одно из лучших вложений в сон. Но если ты в 9 или 10 вечера решил устроить себе маленькую войну, разогнал пульс, перегрел тело, поднял возбуждение, а потом надеешься, что через 40 минут уснешь как младенец, у некоторых это так и не срабатывает. Тело устало, а нервная система еще крутится. Поэтому вопрос не в том, что спорт вреден для сна. Вопрос в том, когда, как и что ты делаешь. Здесь, как и везде, работает не лозунг, а наблюдение. Но самое мерзкое во всей этой истории даже не свет, не кофе, не еда. Самое мерзкое — это стресс, который люди недооценивают, потому что он не всегда выглядит как истерика. Очень часто стресс — это просто постоянный внутренний шум. Ты не орешь, не бьешь стены, не трясешься в углу. Ты просто все время слегка напряжен. Фоново. Задачи, деньги, мысли, фоновые конфликты, что-то не решено, что-то висит, что-то злит, что-то давит. И ты привыкаешь жить так, будто это нормально. А потом ложишься спать и удивляешься, что ночь не лечит. Да потому что система, которая весь день жила в боевой готовности, ночью не переключается по щелчку. И это, кстати, одна из причин, почему люди очень часто обманываются. Они думают, если я уснул, значит все нормально. Нет. Стресс может ломать сон не только на уровне «не могу уснуть». Он может делать сон менее глубоким, более рваным, более поверхностным. Ты вроде отключился, но не провалился туда, где тебя реально собирают. Ты как будто лежал в бронежилете. Не бегал, не кричал, не страдал в открытую, но и не отпускал систему до конца. А телу для нормального восстановления мало просто горизонтального положения. Ему нужен внутренний сигнал, что тревога закончилась хотя бы на время. Вообще про качество сна люди думают преступно мало. Они мыслят количеством. Но сон — это не ровная черная полоса на 8 часов. Это разные стадии, и они делают разную работу. Есть более легкие участки, есть глубокий сон, есть фазы, связанные с обработкой памяти, эмоций и всей внутренней психической бухгалтерии. И если у тебя проваливается именно качество этих стадий, если сон рваный, поверхностный, если тебя регулярно выдергивает туда-сюда, ты можешь провести в кровати прилично времени и все равно проснуться как человек, которого просто временно отключили от страданий, но не восстановили. И вот это объясняет очень странную для многих вещь. Иногда человек спит меньше и встает лучше, а иногда спит дольше и встает хуже. Почему? Потому что важна не только длина, а то, что это были за часы, насколько они были цельными, в какие фазы попало пробуждение, в каком состоянии нервная система вообще подошла к ночи. Если глубокий сон провален, если ночь была кусками, если ты лег разогнанным, а проснулся в кривой момент, то лишний час в кровати не превращается в дополнительную пользу. Он может превратиться просто в еще один час плохого сна, и все. Есть еще одна вещь, которую люди недооценивают из-за любви к красивым круглым числам. 8 часов — это не священная цифра. Общие рекомендации для взрослых обычно крутятся вокруг 7-9 часов. И смысл не в том, что кто-то не смог придумать точнее. Смысл в том, что люди разные. Один после 7,5 часов уже в порядке. Другому и 8 мало, если неделя была тяжелая, нагрузка высокая, стресс накопился или сон сам по себе был плохой. Поэтому фраза «я же спал 8 часов» вообще не выигрывает спор автоматически. Это просто цифра. Неплохая, но все еще цифра. И дальше уже надо сказать про вещь, которую многие вообще не хотят держать в голове, потому что она ломает удобную схему «я просто поздно лег» или «мне просто надо меньше сидеть в телефоне». Иногда проблема не только в привычках. Иногда ты тупо плохо дышишь во сне. Храп, сухость во рту по утрам, дневная сонливость, тяжелая башка с утра, ощущение, что ночь не дала тебе отдыха вообще. Вот здесь уже не надо играть в философа и читать себе лекции про самодисциплину. Тут надо хотя бы допустить мысль, что дело может быть в нарушении дыхания во сне, включая апноэ. А это уже не та история, где ты все решишь красивым вечерним ритуалом и стеклянной бутылкой без кофеина. И тут мужики особенно любят творить одну тупость. Они начинают терпеть. Потому что терпеть — это же вроде мужественно. Ходить разбитым, заливать
запивать себя кофе, шутить, что я просто не утренний, и тащиться дальше. Но сила не всегда в том, чтобы терпеть. Иногда она в том, чтобы не врать себе. Если ты регулярно встаешь как кусок мебели, если днем тебя постоянно рубит, если храп давно перестал быть милой бытовой особенностью, если утро похоже на наказание, может, вопрос уже не в характере. И точно не в том, что ты просто ленивый. Вот, кстати, это одна из самых вредных вещей в теме сна. Человек очень быстро делает хроническую разбитость частью личности. Я просто такой. Я всегда тяжело встаю. Я не утренний человек. У меня мозг так работает. Может быть. А может, ты просто давно живешь с разваленной системой восстановления и уже забыл, как вообще ощущается нормальное состояние. И тогда ты начинаешь объяснять свой недовосстановленный организм философией о характере. Очень удобная сказка. Только платить за нее приходится вниманием, терпением, настроением, работоспособностью, желанием тренироваться, качеством решений и вообще ощущением собственной силы. Потому что когда человек плохо восстанавливается, это редко бьет только по утру. Это ползет дальше. Ты хуже концентрируешься, быстрее раздражаешься. Тебя легче выбить из колеи. Тяга к кофе, сладкому и любой быстрой стимуляции становится сильнее. Ты хуже тащишь нагрузку, хуже держишь дисциплину. И потом самое смешное. Начинаешь обвинять себя в слабости, хотя часть этой слабости ты буквально выращиваешь через сон. И вот здесь уже начинается взрослая часть темы. Не та, где мы ищем волшебную таблетку, магний, суперподушку и 10 лайфхаков из ТикТока, а та, где ты просто честно смотришь на свою систему. Во сколько ты реально встаешь? Стабильно или как придется? Видишь ли ты утром свет? Или твой день начинается с полутемной кухни и экрана в лицо? До какого часа ты льешь в себя кофе? Что ты делаешь вечером? Успокаиваешь систему или добиваешь ее? Ты ешь как взрослый человек или устраиваешь себе второй день в 11 ночи? Ты тренируешься так, чтобы помочь телу, или так, чтобы потом оно еще 2 часа не могло остыть? Ты вообще отслеживаешь связь между тем, как ты живешь, и тем, как потом спишь? Потому что сон очень любит ритм и очень плохо переносит хаос. Не идеальность, не монастырскую жизнь, не занудство, а ритм. Плюс-минус стабильное время подъема работает сильнее, чем многим кажется. Нормальный свет утром тоже. Не превращать вечер в фестиваль экранов, работы, еды и стимуляторов тоже. Не надеяться на алкоголь как на костыль. Смотреть, как поздняя еда и поздняя нагрузка влияют именно на тебя. И если есть признаки, что дело уже не только в привычках, а в физиологии, не геройствовать, а проверяться. В этом нет слабости. Слабость — это годами делать одно и то же, чувствовать себя развалиным и все равно убеждать себя, что, наверное, я просто такой человек. И еще важная вещь. Не надо после всего этого превращаться в городского шамана сна, который боится каждой лампочки и меряет угол падения света в спальне. Это тоже бред. Здесь смысл не в идеальности. Смысл в том, чтобы убрать самые тупые утечки, самые очевидные, самые повторяющиеся. Может, ты реально встаешь в разное время каждый день. Может, ты не бываешь на улице до обеда. Может, ты пьешь кофе позже, чем нужно. Может, ты вечером называешь отдыхом то, что по факту разгоняет тебе голову. Может, ты регулярно жрешь поздно и потом удивляешься, почему утром лицо такое, будто тебя выжимали. А может, проблема вообще не в привычках уже, и тебе давно пора проверить дыхание во сне. Понимаешь, в чем главная ловушка всей этой темы? Люди спрашивают, почему я просыпаюсь уставшим, даже если спал 8 часов? А вопрос уже внутри себя кривой. Он как будто предполагает, что 8 часов автоматически должны все решить. Не должны. Правильнее спрашивать иначе, что вообще происходило с моим восстановлением этой ночью, и что я сам сделал днем, чтобы оно вообще могло нормально случиться. Вот это уже хороший вопрос, без торговли с организмом, без веры в магические цифры, потому что сон — это не кнопка выключить человека на 8 часов и включить обновленным. Сон — это продолжение твоего образа жизни. И если днем у тебя бардак, световой мусор, стимуляторы, плавающий ритм, перегретая голова, игнор сигналов тела и привычка все тянуть до ночи, то ночью из этого не соберется санаторий. Соберется ровно то, что ты туда и принес.